Это первый раз в моей жизни, когда я могу рассмотреть вот этот вот знак, точнее щит. Водитель вернулся из магазина и принес мне сникерс и кола. Вот это подгонщик. Расскажи механику, ну, типа, по какому принципу получилось так, что ты едешь к ней домой, а она готова тебя впустить в свое личное пространство? Ну вот она, солнечная Варшава. Я только попрощался со своим водителем. Первыми лучами солнца я сегодня проснулся, потому что сегодня очень тяжелый день для меня. Я отправляюсь в Варшаву, и я переживаю, потому что до Варшавы 500 километров, что в 5 раз больше, чем до Каунаса. А от Каунаса до Вильнюса я ехал на 4 машинах. А путь до Варшавы затруднен тем, что очень много маленьких городов на пути, плюс трасса она не совсем прямая, приходится огибать города. И, несмотря на это, еще граница. Я уже не говорю про то, что, в принципе, 500 километров за один день — это вообще очень много. И что из этого получится, смотрите в этом выпуске. Доброе утро мне и вам приятного просмотра. А для тех, кто следит за моим бюджетом, то минус 4,5 евро, потому что мне вчера пришлось купить несколько шоколадок в свой путь. Но, к сожалению, 2 из них я съел ночью. А еще весь троллейбус в моем распоряжении. Мне повезло с моим водителем, потому что он собирается на кладбище в небольшое место рядом с озером, которое 20 километров до города Алитус. Алитус — это примерно последний город в Литве перед границей с Польшей. Но водитель сказал, как-то вошел в мое положение и говорит: на улице просто такая метель, холодно, давай я тебя подброшу до Алитуса, потому что от Алитуса, скорее всего, уже будут прямые машины в сторону Варшавы, потому что расстояние большое, холод и так далее. И, короче говоря, блин, я на самом деле настолько рад, потому что я очень боялся, что я не успею доехать до Варшавы за один день. А это видео будет полностью посвящено тому, как я еду из Вильнюса в Варшаву, потому что даже для меня, с моим опытом, я не могу сказать, что у меня большой опыт, но все же у меня есть какой-то опыт. И за один день проехать 500 километров — это очень много, особенно зимой. Водитель вернулся из магазина и принес мне сникерс и кола. Вот это подгонщик. На самом деле я не позавтракал, и поэтому любой перекус будет в тему. И, кстати, я еще думал о том, что как брать с собой воду зимой, потому что пока я путешествую несколько часов, нахожусь на улице, она просто может замерзнуть. А если я даже буду пить очень холодную воду, она будет охлаждать меня, хотя мне и так на самом деле холодно. Я спрашивал водителя, докуда мы доедем, какое место будет лучше, чтобы мне стопить. Он говорит: не переживай, я тебя довезу. И мы едем и едем, едем и едем. И тут я смотрю, уже граница недалеко. Он говорит: я тебя, короче говоря, до границы довезу. И он меня довез до границы с Польшей. То есть вот я прямо сейчас нахожусь на границе Польша-Литва. Сейчас светит солнце, здесь просто шикарная погода. Мне осталось ехать, наверное, в районе 300 километров. И сейчас больше уверенности, что я доберусь до Варшавы, потому что до Варшавы остается примерно 300 километров. И у меня до заката где-то 7 часов. Так что надежда умирает последней. Это первый раз в моей жизни, когда я могу рассмотреть вот этот вот знак, точнее щит, с обозначением ограничений скоростей в стране. Потому что обычно проезжаешь и не успеваешь рассмотреть только первые пару позиций. Блин, прикольно. А тем временем я уже прошел польскую границу. На самом деле, границы как таковой именно польской нет. Как я понимаю, они чередуются. То литовцы стоят, то поляки стоят. Я же сначала тоже типа проехал и такой... Это Антон, и он рассказывает, как я оказался у него в машине. Думаю, блин, спешу, надо ехать. А потом думаю, блин, 3 часа же ехать еще. Думаю, нет, надо, типа, наверное, развернуться и ехать назад подобрать. И ты пока размышляешь, ты же понимаешь, что ты все удаляешься. Да. Но я довольно быстро, кстати, такой, секунд 15 подумал, думаю, ладно, надо развернуться. Короче, мир стал для путешествия более свободным. Или типа путешествовать стало сложнее, потому что вот есть с одной стороны ограничения, а с другой стороны мир становится просто более глобальным каждый год.
С одной стороны, мир поменялся так, что, допустим, те страны, вот как Афганистан и Иран, они, с одной стороны, даже стали чуть более открытыми по отношению к туристам. То есть сейчас вот с 2022 года можно больше шансов, что я смогу въехать в Афганистан, но это не стопроцентная гарантия. Что касается, допустим, Европы, то да, ограничения сняли после коронавируса. Что касается, допустим, таких стран, как бывший Советский Союз, вот эти СНГ страны, человеку из Европы стало намного сложнее въехать на какой-то определенный момент. На данный момент я, честно, не владею такой информацией. А ты знаешь, кстати, что в Беларуси без виз для литовцев, латышей и поляков? То есть вообще не надо никакая виза, чтобы въехать. Это какой-то вот, ну, типа тренд последних 2 лет. Там на какой-то определенный срок. Раньше это было исключительно через национальный аэропорт, а да, сейчас вот сейчас вроде бы как и через наземные границы. Я когда задумывался о путешествиях в какие-нибудь такие страны, типа экзотические, а-ля Афганистан, там, Камбоджа. Но вот эта же страна, вот у тебя довольно дорогой телефон. Да, есть какая-то, наверняка какое-то оборудование еще в рюкзаке. В таких странах это типа имеет высокую стоимость, и даже просто там сам вид этого оборудования, оно может тебя поставить в опасное положение. Ну, я как, к примеру, электроник. Да, я понимаю, да. Тебя это вообще не напрягает? Ну, типа, мысли? Или ты просто об этом не задумываешься и, типа, будет как... Мне кажется, я вообще задумываюсь о своей безопасности в целом, как человека, так скажем, своего здоровья, когда я путешествую. Потому что вот у меня были случаи и во Вьетнаме. Теперь наш автобус поехал по встречке. Когда я чувствовал себя небезопасно не из-за того, что у меня дорогой телефон в руках, а из-за того, что как бы ограничивают твои возможности как личность. Но что касается именно физической какой-то расправы, там, не знаю, или отберут телефон или еще что-то, пытаюсь припомнить, мне кажется, не было такого. И тут начинаем искать, как с ними бороться, куда там, в какую полицию и так далее. И тут они просто говорят: телефон, быстро дайте телефон. Выхватывают у меня из рук, короче, телефон. Я чувствовал себя как-то в безопасности, потому что в основном мне помогали только добрые люди, хорошие, отзывчивые. Одна машина на 3 дня. Я вообще не представлял, что такое возможно. И вот как сегодня, допустим, и ты меня подбросил, и до этого меня водитель подбросил до границы с Польшей. Редко бывают такие случаи, но с другой стороны всегда нужно учитывать, что есть определенные риски и всегда можно попасть под этот риск, поэтому нужно максимально минимизировать. Пусть это и звучит немножко странно, но нужно минимизировать риски и немножко продумывать свои ходы наперед. То есть если я, допустим, еду автостопом, то я всегда стараюсь закончить свой день до заката. Так что вместо того, чтобы остаться непонятно где, непонятно как, непонятно при каких условиях, мы доехали до Уфы. Если остается, допустим, час до заката, я уже пытаюсь искать какие-то места, где либо поставить палатку, либо, если есть возможность, взять автобус и добраться хотя бы до следующего города, чтобы быть не в лесу. А мы еще думали поставить палатку, если не сможем добраться до города. Хотя бы хоть в какой-то цивилизации. А ты когда-нибудь, ну, типа, с дальнобойщиками, там, на большегрузных автомобилях или только на легковых? Да, ездил на самом деле с грузовыми тоже, и есть просто определенные ограничения, которые накладываются, допустим, либо компаниями, либо сами водители, они испытывают какие-то ограничения, временные рамки у них есть. Ну, статистически, ты долго стоишь, прежде чем кто-то в среднем остановится? Ты всегда знаешь, что ну вот я сейчас буду там как минимум час стоять. На самом деле, вот что касается, допустим, сегодняшнего дня, то я очень сильно переживал, что вообще смогу ли я добраться до Варшавы за один день до заката, потому что расстояние 500 километров, это реально очень много. Здесь сколько еще городов-то на пути? Я не могу рассчитать, сколько я проеду, я могу учитывать лишь свой какой-то опыт предыдущих дней. Допустим, если я путешествую по одной стране, я примерно могу знать, что я в среднем стою там 5, 10, 20 минут. Что касается вот Прибалтики, Литвы, Латвии, вот Польшу пока еще не могу сказать, в целом я стою минимум час. То есть меньше чем час, мне кажется, я почти нигде не стоял. За редким исключением, когда вот было у меня, допустим, когда я с Каунаса выезжал, когда я еще не успел до трассы дойти, я только высунул руку, и мужик сразу остановился, но это просто какая-то удача, но в целом, конечно, приходится долго стоять. А еще прикольная история хотел тебе рассказать. Да. Короче, в Беларуси есть такое явление, или было такое явление, как дожинки.
Дожинки это, короче, исключительно национальный белорусский термин, который обозначает, типа, в сельскохозяйственной деятельности праздник, когда сбор урожая закончен. Но, типа, современное государство белорусское, оно к этому приурочило, типа, назначают государственные дожинки в каком-нибудь провинциальном городе, и его к этому празднику готовят. То есть туда вкладывались деньги, чтобы там обновить дороги, здания. И вот такие дожинки проходили, по-моему, в 2009 году в Коврине. И мой товарищ, мы, естественно, хотели на эти дожинки, поскольку это большое такое массовое мероприятие, мы хотели попасть, но мой друг Артем, он не купил своевременно билет. И мы приехали на ЖД вокзал, у меня был билет, а у него нет. Вот, и он, в общем, я-то сел в вагон и поехал, а потом он мне рассказал, что он не смог купить билет в кассе и подошел к машинисту электрички и типа сказал: чуваки, ну пожалуйста, дожинки. И они его взяли, и он, получается, по сути, автостопом ехал на поезде. Блин, это очень круто. Прикольная это история. просто офигенно. Они ему рассказали какие-то определенные правила, то есть там вот одно место, второе, Да. и посередине какой-то был стульчик, они его посадили на этот стульчик, но при встречном поезде ему почему-то обязательно всегда надо было вставать. Нам осталось ехать меньше часа до Варшавы, а сейчас время еще нет 2 часов. То есть я минимум смогу провести 4 часа в Варшаве до заката. Но я еду практически в центр Варшавы, и меня принимает девушка из Азербайджана. Я, кстати, надеюсь, что она хоть немножко будет говорить по-русски. Как, а вы с ней знакомы вообще? Заочно, да, мы знакомы. Но это пока что не моя знакомая, точнее, наоборот, это моя знакомая, но пока мы лично еще не Так знакомы. расскажи механику, ну, типа, по какому принципу получилось так, что ты едешь к ней домой, а она готова тебя впустить в свое личное пространство, ну, типа, когда вы с ней, по сути, знакомы заочно. Вы с ней вообще, ну, общались вживую или только там переписывались, условно говоря? Или вообще ты по рекомендации, типа, тебе заедет мой кореш? И... Такое, кстати, тоже иногда бывает, да-да-да. В Варшаве, на самом деле, мне было немножко сложновато найти ночлег, потому что город, с одной стороны, большой, с другой стороны, большие города, они как-то обусловлены занятостью людей, то есть люди всегда как-то в какой-то спешке. Что касается возможности остановиться в Варшаве лично для меня, я использую Couchsurfing, и я сам стараюсь помогать людям, где бы я ни находился. И когда я путешествую, то люди видят и пытаются пойти навстречу. Иногда это, конечно, и местные какие-то мне люди помогают, но чаще всего, конечно же, это такие же путешественники, как и я. Я имею в виду, расширим вопрос. Да. Проживание за какую-то, типа, минимальную работу или за какую-то помощь? Это как волонтерство, то есть Ну, ты вот, живешь... отчасти, да. Я слышал про такие возможности, что можно работать на ферме, тебе даже платят зарплату, и ты можешь находиться там какой-то либо определенный срок, либо неопределенный срок. Ты выполняешь определенные работы на ферме, ты получаешь за это какую-то небольшую денежку, и тебе дают еще кровь над головой. То есть ты можешь... иногда, кстати, еще дают питание, что очень классно. Ты как путешественник можешь ехать из одного города в другой, точнее, из одной деревни в другую, и тебе как раз-таки заработанных денег хватит на то, чтобы покупать билеты на поезд, на самолет, и окей, да. практически бесконечно вот так вот. Ну, скорее всего, это более сезонное, потому что это да. все-таки ферма. Но я пока еще не пользовался такой возможностью, и пока что у меня нет такого в планах. И Но время-то свободное, по сути, только вечером, там, или, Да. условно, во второй половине дня остается. пару часов. Когда снимать видео ради вас? Ну да. Так, слушай, вот насчет питания, кстати. Мне показалось, или ты говорил, что бюджет 100 евро? Да. Так а как питаться? Ну, типа, Ну, окей, на 100 ночлег евро. надо было, Да. ну, это какие-то такие, типа, договора, условно говоря, или знакомства. Транспорт, окей, автостоп. А что делать с едой? Ну, типа, 100 евро можно просто съесть. Легко. Вообще легко. А с другой стороны, я как раз таки, по большому счету, я показываю все свои расходы, либо я их просто озвучиваю, и на данный момент у меня потрачено примерно 6,5 евро или около 6 евро. И на еду я пока что потратил только на шоколадки. Я вчера купил в магазине шоколадки, чтобы как раз таки, пока я буду стоять на морозе на трассе, я смогу что-то перекусить.
но меня кормят на данный момент люди, у которых я останавливаюсь. Может быть, это, конечно, выглядит немножко, как правильно сказать... Ну, слушай, блин, ну это же гостеприимство. Смотри, в Грузии бы вообще, ты, если бы у кого-нибудь остановился, у тебя бы просто не получилось не поесть. Да? Ну, да, то есть это же, это типа, мне кажется, когда человек принимает там, какого-то гостя, условно говоря, это подразумевается. Не уверен, что абсолютно во всех культурах, но мне кажется, во многих, да. Так что в этом странного, по сути-то, ничего и нету. Я просто чувствую себя немножко некомфортно, когда мне оплачивают всю еду, меня кормят, меня ждут, мне дают все, что мне практически необходимо. Я имею в виду, конечно, это какой-то определенный минимум, потому что когда ты путешествуешь, тебе нужно отказываться от своей зоны комфорта. Но, с другой стороны, я знаю, что когда я живу своей повседневной жизнью, я делаю то же самое для путешественников, которые приезжают, допустим, в мой город или в город, в котором я проживаю на данный момент. Поэтому я немножко чувствую меньше, наверное, как-то себя неуютно из-за того, что меня кормят, потому что я делаю то же самое. Все, видишь, это круговорот, условно говоря, такой, что не природе. Ну хорошо, с питанием понятно. А что делать... Ну, у тебя довольно там масштабный маршрут. И на слух, по крайней мере, там точно есть участки, которые невозможно проехать на автомобиле. Ну вот если паромы, ну ты как пассажир же за себя тоже должен заплатить. Ну, на данный момент у меня, получается, мой бюджет 100 евро, из которых осталось чуть меньше, чем 100 евро. Это весь бюджет на все мои расходы абсолютно, потому что я говорил, что мне на самом деле немножко не хватает даже, так скажем, оборудования, потому что мне нужно докупить там каремат, то есть матрас, на котором я буду спать, плюс еда или какие-то непредвиденные расходы. Поэтому если вдруг, допустим, мне нужно будет потратиться, у меня есть 100 евро. Если не будет получаться по моему бюджету, я буду искать либо альтернативные варианты, либо я буду искать, ну, вот как вот вы раньше вот договаривались с машинистом, вот, я буду пробовать договариваться на ходу, кто знает. Но еще у меня остается мой, наверное, такой джокер, то есть возможность заработать деньги, как я зарабатывал в Юго-Восточной Азии, продавая и рисуя. Вот такая вот у меня золотая рыбка получилась. Я не знаю, не судите строго. Ну вот она, солнечная Варшава. Я только попрощался со своим водителем Антоном. Спасибо тебе огромное, дружище. Прям честно, ты просто сделал мой день. Такая вот классная погода, идет очень крупный снег. И мне осталось идти где-то 4 километра до моего хоста. Так что до встречи у моего хоста. И наконец-таки вот он мой дом. Перекресток Урбанистов и Диккенса. Я уже чувствую, пахнет чем-то вкусным, надеюсь, меня накормят.